Димаш, реакция. Аве Мария. Ребята, всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Друзья, сегодня я на самом деле хотела записать совершенно не эту реакцию. Я хотела записать сегодня песню другую, которую уже все давно знают. Но учитывая то, что сейчас Димаш выступает на новой волне, публикует одну за другой новинки своих песен, я решила, что вам, наверное, это будет сейчас более интересно посмотреть новинки, а то, что вы уже давно знаете, и так мы успеем всегда посмотреть. Итак, сегодня мы начнем с произведения «Аве Мария». Я так предполагаю, что это всем известное произведение, которое пели большое количество очень талантливых, гениальных артистов. И вот, наконец, Димаш тоже исполнил это произведение. Я смотрю сразу и реагирую, как вот что слышу, да, мы с вами так договорились. Если вам нравится смотреть мои реакции, но вы еще первый раз здесь и не подписаны на канал, то обязательно нажимайте на красную кнопочку внизу, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления от моего канала о выходе новых видео. Самая последняя песня, которая вышла на канале Димаша, «Аве Мария». Смотрим. Давайте сразу, ребята, по вступлению. Как он чисто вошел в первую ноту. Это просто вот то самое ангельское пение, ангелогласное, да, церковное пение. Исток, с которого начался классический, академический, оперный голос. И вот здесь это прямо, знаете, вот как это самое церковное пение, да, когда приходите в церковь, там люди поют такими голосами, такими чистыми, такое действительно ощущение, что это откуда-то с неба звук. И вот здесь даже, смотрите, декорации, немного как будто бы атмосфера даже старины, да, создали, то есть это такие античные храмы, сохранившиеся в декорациях, туман, и ну, что-то передается такое сугубо аутентичное. Ну, опять же, это же произведение, которое все знают, да? Я просто сейчас сильно поражена, как Димаш аккуратно, интеллигентно, четко, так прямо в ноту в первую входит, и все, и дальше уже эта ткань начинает произрастать. Не оторваться. Честно, вот всегда с разрывом сердца останавливаю песню, но по-другому никак, ребята. Я могу только так записывать видео. Это просто потрясающе. Я знаете еще что думаю? Ведь по идее это произведение все знают, это такая классика, которую, ну, вот знают даже люди, которые совершенно далеки от музыки. Ну, вот просто вообще не знают никакой музыки, но «Аве Мария» точно знают. И такое вот у меня сложилось впечатление, что Димаш как-то ментально, вернее, нет, не ментально, морально готовился к тому, чтобы эту песню исполнить. Потому что эта песня, она действительно, даже можно назвать ее священной. Такая вот, бывают такие произведения, к которым надо, вот знаете, на которые нужно настроиться и как бы и духовно дорасти.
как бы даже не столько духовно дорасти, это как прямо сейчас жестко, да, сказала, сколько вот именно быть готовым к исполнению. И прямо видно, как Димаш внутренне прям собран, переживает за то, чтобы, не дай бог, где-то там что-то получилось не так, да, потому что это образцовое произведение, это как произведение Моцарта или Бетховена, их нужно исполнять вот именно так, классику, да, как она была написана композиторами. Вот «Аве Мария» точно так же. Ну, конечно же, у вокалиста всегда есть преимущество, есть момент привнесения чего-то своего, какого-то исполнительства. Но в классической музыке этого такой свободы ее гораздо меньше, чем в эстрадной и джазовой музыке, естественно. Вот поэтому, я думаю, Димаш настолько сильно сосредоточен на каждом прямо звуке. Вот, ребята, я просто действительно, мне даже как-то сейчас стало немного не по себе, то, что я это произведение прерываю и вставляю комментарии. Ну что поделать, да, я же записываю реакции, я по-другому никак не могу делать. От начала и до конца слушать песню в трансляции я не могу, потому что это противоречит авторскому праву. Вот. Я надеюсь, вы это понимаете, потому что этот вопрос, он постоянно все задают, почему я вырезаю, оставляю только кусочки видео, прерываю вообще видео, надо смотреть без остановки. Ребята, нет, так не работает на Ютубе. Видео будет заблокировано, и никто его не увидит, и мое время, и моя сила и работа, она будет потрачена впустую. Поэтому я, конечно же, ну, зачем мне это делать тогда, да? Кристально, не придерешься ни к единому звуку. Я вообще не знаю. Я, в принципе, никогда в жизни еще не придиралась к звуку, который воспроизводит Димаш. Это всегда идеально выверенный тон, это всегда идеальная чистота звука, это всегда тембральная насыщенность. И поэтому тут какие-то комментарии по недочетам, которые бывают у вокалистов, да, ну, совершенно неуместны. Просто смотрим дальше. Мне очень нравится, идеально, и вообще ощущение, что я сейчас в облака взлечу. Ох, класс. Вот это сейчас было маленькое небольшое отступление, когда Димаш пошел нотами наверх, это уже была его личная интерпретация, да, то есть тут он сделал отступление, чтобы выразить некоторую свой подход, свою трактовку дать этого произведения. Это просто какое-то идеальное крещендо, потом диминуэндо, ну... Я такого, кстати, еще не слышала. Это просто... Это прямо по-итальянски спето. Это вот школа итальянского бельканто, ребята. Ребята, знаете, что интересно? Что Димаш так исполнил это произведение, что некоторые вещи даже совершенно по-другому звучат, чем классическая версия этого произведения. Дело в том, что ни разу не было пропевания именно на слова, то есть это был постоянно вокалист.
идеально кристально. После такого пения, помимо того, что это вокал Димаша, когда он еще исполняет это произведение, ощущение, что ты как-то духовно и во всех смыслах очищаешься. Ты слушаешь, и тебя постигают такие мысли в этот момент. Почему-то все сложности и трудности, о них как-то забываешь, когда слушаешь это произведение. Вот, наверное, для этого и существует музыка. А такая высокая музыка и такая высококультурная музыка нужна именно для того, чтобы поднимать наши внутренние конфликты, вернее, даже не поднимать их, а успокаивать и говорить о том, что ничего в жизни не бывает непреодолимого. Все возможно. Вот именно это я почему-то услышала сейчас в исполнении Димаша. Это как, знаете, вера, надежда, любовь. Надежда умирает последней. Так вот здесь не надежда, здесь именно вера. Вера в то, что будет все еще лучше. Мне понравилось, ребята. Если вам понравилось это видео, ребята, обязательно поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Ведь вы знаете, что это поможет развитию моего канала. Я буду очень благодарна вам за это. А также будьте подписаны на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления от моего канала. Димаш, спасибо огромное. Очень рада, что на Новой волне есть такой участник. Я вообще, честно говоря, не смотрю Новую волну, но ради Димаша периодически захожу. Но это произведение, естественно, еще не смотрела. Вот, ребята, спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки. Давайте будем поддерживать Димаша. И обязательно напишите в комментариях, как вам интерпретация Димаша произведения Аве Марии. Все, с вами преподаватель вокала Орлеана. И до скорого, ребята. Всем хорошего настроения.